Приветствую, друзья! С наушниками Sivga P2 мы с вами познакомились еще в июле 2022 года. Сейчас же у меня в руках улучшенная их вариация с почти идентичными характеристиками, ровно таким же по габаритам драйвером, комплектацией и как под копирку внешним видом. Да, все самое вкусное тут, как говорится, расположено внутри и относится к модификации непосредственно самого планарного излучателя. То есть P2 Pro никак не вытесняет с рынка уже заслужившую признание многих меломанов модель P2, а только расширяет ряд и без того великолепных моделей. О них сегодня и поговорим. Поехали! Пришли наушники в коробке из переработанного картона с изображением самих героев обзора и перечнем их технических характеристик. Из важного модель получила довольно крупный плоский излучатель 97 на 76 мм с импедансом в 32 Ома и чувствительностью 98 дБ. Внутри находился плотный бокс из кожзаменителя, мешочек для провода, переходник на классический джек 3,5 мм и длинный 1,6 метра витой балансный кабель с сопротивлением на каждый жил по 245 тысячных Ома. Хороший кабель, менять такой точно не нужно. Сама модель имеет открытую полноразмерную конструкцию с чашечками из натурального дерева, приятным мягким оголовьем и подвижными элементами, выполненными исключительно из металла. Да, здесь минимум пластика, не то что у их конкурентов. Места внутри чашечек предостаточно, комфортный прижим к голове, да и уши внутри не потеют. Степеней свободы здесь две, примерно 45 градусов по вертикали и 180 по горизонтали. Снаружи же идет перфорированная пластина с уменьшением диаметра отверстий ближе к центру. И да, это полностью открытая конструкция, а следовательно вам будет слышно все, что происходит вокруг, а окружающим вашу музыку. При этом нигде ничего не скрипит, не стучит и не болтается, то есть сборка на отлично. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас довольно неплохой по всем характеристикам импульс и искажения в пике достигающие 2,1%, что, конечно, далеко не рекорд, но как для открытых полноразмерных наушников вполне нормально. Фаза ведет себя естественно, а с затуханиями на 30 и 60 дБ вы можете ознакомиться на графиках водопадов. По АЧХ же мы имеем практически идеальную прямую до 2 кГц включительно. Затем идет выделение области разборчивости и пик на 7,9 кГц для усиления четкости звучания. После чего нам слегка приподняли область до 14 кГц, а остальное отвели на вторичный план. Что сказать, шикарный график со всеми необходимыми акцентами, прекрасной протяженностью и довольно неплохой линейностью. Звучит же новинка чисто, глубоко, в меру прозрачно, но главное с теплым аналоговым окрасом, который мне очень полюбился еще в первой ревизии данных наушников. Баса на слух вполне достаточно, он собранный, текстурный, с весьма неплохой глубиной, динамикой и скоростью атак. Серединка чуть теплая, насыщенная, с добротной акустической массой, выразительностью и хорошо так подсвеченной мелодикой. Да, несмотря на использованный тут планарный излучатель и открытую конструкцию чашечек, у них реально чувствуется бас, тембральная глубина, объем и то самое ощущение наполненности и вовлеченности в материал. При этом звук реально живой, естественный и сверхэмоциональный.
На высокие частоты здесь особого акцента не делали. В композициях они ощущаются, но больше для подчеркивания и развития среднечастотных инструментов, чем как самостоятельная единица. Сцена к нам чуть-чуть выдвигается с интимным таким приближением вокала и всего лидирующего из тембров. Прекрасно выдержан баланс, достойное разрешение, разделение, не чрезмерное количество воздуха и вполне логичное построение у всего музыкального полотна. Без обрывов, акустических ям, ступенек или каких-то неестественных призвуков. В оркестровой музыке я бы отметил хорошую прорисовку вторичных планов, ощущение пространства и правильно поставленную вокальную и хоровую составляющие с четкой артикуляцией и корректным сочетанием со всеми остальными инструментами. То есть вокал не задвигается и излишне не отторгается из аудиального полотна, а мужской и женский хор не превращается в фоновый шум и не размазывается в пространстве. Как следствие, данная модель прекрасно справится с любой сложной джазовой, академической музыкой, оперными исполнениями и всей остальной акустически требовательной музыкой. Рок, металл, вокально или текстурно ориентированные произведения герои обзора также отработают без особого труда. На фоне конкурентов я бы выделил в них действительно сочный глубокий бас, акустически приятные по аналоговому смягченные тембры, просто потрясающую передачу эмоциональной составляющей и легкую такую еле заметную бархатность, которая, собственно, и отличает серьезные наушники от всяческих проходных моделей Sony, Audio-Technica, Hi-Fi-Man или Beyer Dynamic. В плане источников им, естественно, предпочтительнее все стационарное. Однако какого-то особого требования я лично не заметил. То есть их можно использовать и со всякими мобильными решениями. Но имейте в виду, что это планары, а они любят, когда мощности, так сказать, с приличным запасом. Думаю, именно поэтому нам и предлагают их сразу на балансном выходе 4,4 мм. Но кабель тут съемный, так что пространства для экспериментов вам точно хватит. Что сказать? Отличные универсальные наушники. Одна из лучших моделей, что я только слушал у Сивга. Однозначно рекомендую. Итогом флагманские планарные наушники Sivga P2 Pro очень внушительно выглядят, удобно сидят, комфортный прижим к голове, уши внутри совершенно не потеют, настоящее дерево в чашечках, а все шарниры исключительно из металла. Звучат же герои обзора с по-настоящему достойным как в глубинном, так и по текстурности басом, сочной, живой и до магнетичности увлекательной серединой и такими же теплыми с исключительной прорисовкой верхами. Разрешение тут на уровне, высокий динамический диапазон, прекрасный баланс частот, отличная выразительность и просто феноменальная мелодичность, местами даже переходящая в певучесть. Спорный здесь для меня лишь момент – это открытая конструкция чашечек. Вам слышно все вокруг, а окружающим вас людям музыку. В остальном же они просто космос. Очень серьезные и сверхмузыкальные наушники. Однозначно могу их рекомендовать. А на этом у меня все. Это были наушники Sivga P2 Pro. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!